очень красиво. Плавают уточки. Это такое плата прям. Мы приехали в монастырь, который находится высоко в горах. Несколько слов о том, что делать эзотерику в монастыре и для чего я посещаю монастыри христианские, почему я это делаю. Это связано с тем, что эзотерик, который приходит в монастырь, приходит в храм, он может пользоваться той энергией, которая дается храмом. Каким образом это делается? Человек очень часто совершает какие-либо ошибки, и очень большое количество людей, которые находятся вокруг него, могут желать от этого человека боли и страдания. Когда вы входите в храм, то, молясь или крестясь рядом с мучениками, вы можете говорить: пусть энергия мучеников, павших от насилия, пусть боль, которую отдал Иисус Христос, пусть эта боль будет моим расчетом за все плохое, что я совершил. И пусть те люди, которые хотят от меня этой боли, получат ее. И в местах, где есть святые, которые добились чего-либо, такие как Георгий Победоносец, можно креститься и говорить: пусть в мою жизнь добавляется почет, уважение, свобода, силы. Вот таким образом и посещаем мы храмы и монастыри. Эзотерическая символистика. Эзотерическая символистика. Альфа, омега.
Среди гор Черногории, и никто бы ни на что не обратил никакого внимания. Монастырь очень красивый, очень эзотеричный, с огромным количеством колоколов. И вот что мы заметили. Смотрим на гору, а на горе мужчина и женщина. Вот прямо четко это видно. Мужчина и женщина, еще и ребенок. Вот и вера, что она создает. Друзья, я вам сейчас покажу необычайный просто и потрясающий вид. Смотрите, это горы, это потрясающие нереальные горы. Мы находимся высоко в горах. Очень красивый вид. В горах душа порхает. Я сейчас покажу. Так. Нет, я туда не лезу. Все хорошо. Вот люди как живут, смотрите. Смотри, Света, люди живут. Вон. Озеро Биоградское. Потрясающе красивое место, похожее на украинский Синевир. Высота 1100 метров над уровнем моря. Мы высоко в горах. Света, ну как тебе? Вот оно место для медитации, где нужно заниматься медитацией, садиться и смотреть вот туда. И тогда здесь что-то зародится. Спускаемся по ступенькам к реке Таре. Вот она, Тара, которую хотелось все время потрогать. Река Тара. Ом Таре Тутаре Туре Соха. Как можно здесь спуститься, Света. Просто обалдеть. Река Тара. Сейчас я буду в ней мочить ручки. Абсолютно чистая вода. Света вот там наверху. Супер вообще. Вот так, сидя на берегу реки, начинаешь понимать и осознавать, кто же ты на самом деле. Начинаешь понимать, что все в большинстве своем всего лишь игры разума. Начинаешь понимать, что мы то, о чем мы думаем. И вы знаете, правильно я говорю людям, когда говорю, начинайте создавать сами для себя свою жизнь, начиная с мыслей. Начинайте произносить: я счастлив от того, что вокруг меня есть то-то и то-то. Я счастлив от того, что я это вижу, потому что это и есть наполнение нашей жизни. А мы очень часто делаем все наоборот. Мы начинаем придумывать то, чего нет, начинаем пускать в себя мороков, которые начинают надумывать вместо нас.
как плохо или хорошо к нам относятся окружающие люди, забывая о том, что так много есть всего прекрасного в нашей жизни. И вот такое прекрасное начинаешь ощущать, находясь в прекрасных местах. Но многие, кстати, этого не заметят, потому что многие люди, попадая даже в самое прекрасное место, все равно не могут найти в сердце своем состояние счастья. Я вырублен. Самое почитаемое место в Черногории. Мужской монастырь Острог. Мы находимся на краю огромного просто каньона. Ох ты ж, боже, как высоко. Самый большой каньон в Черногории, который бывает. Дна этого каньона даже не видно. Место, вот в таких местах обычно и хочется почувствовать прикосновение к Богу, начинаешь понимать, что мир создан специально для людей, понимаешь, что ничего в жизни не закончено, появляется желание жить, появляется вера в то, что
все возможно и все по силам. Когда-нибудь будет плохо, обязательно отправляйтесь в горы, потому что в горах душа воспаряет вверх, и вновь хочется жить и что-то делать для людей, для себя, для своей семьи.